Неглубокое полуденное солнце растекалось по бескрайней африканской саванне, создавая золотистую и кажущуюся бесконечной картину. Мина, женщина-фотограф, специализирующаяся на дикой природе, приехала сюда, чтобы запечатлеть подлинные моменты жизнедеятельности природы. Вместе с ней был Самуэль, опытный рейнджер, знающий маршруты и привычки всех животных в этих краях. Они сидели в бежевом пикапе, плавно двигаясь и останавливаясь всякий раз, когда видели что-то, достойное запомнить. Мирная атмосфера внушала Мине уверенность, что сегодня будет просто чистый день съемки и наблюдения за тихой природой. Вдруг издалека донесся слабый звук, смешавшийся с характерным пронзительным смехом гиен. Мина наморщила лоб. Чувство беспокойства прокралось по ее телу, делая невозможным игнорировать этот звук. Самуэль быстро поднял бинокль. Через несколько секунд его глаза стали серьезными. «Плохо», — тихо сказал он. Его голос был полон предчувствия. Перед ними стая гиен окружила двух маленьких львят, замкнув их в опасном кольце. Два львенка дрожали и прижимались друг к другу. Их глаза были красны от страха и усталости. Мина держала камеру, но ее рука остановилась. Сердце не позволяло ей фиксировать эту обреченную картину. Самуэль понимал, что если оставить все как есть и позволить природе идти своим чередом, это означало бы неминуемую смерть для слабых малышей. «Возможно, они заблудились, пока мать охотилась», — сказал он. В его голосе слышались и жалость, и обеспокоенность. Смерть приближалась, и времени ждать больше не было. Правила охраны природы требуют от рейнджеров ограничивать вмешательство, чтобы сохранять природное равновесие в диких экосистемах. Но Самуэль понимал, что эти львята слишком малы, и их шансы на выживание почти равны нулю, если оставить их одних. Мина посмотрела в их отчаявшиеся глаза, и сердце ее сжалось от боли. Она знала, что не может просто наблюдать и уйти равнодушным свидетелем. «Мы должны им помочь», — прошептала она. Голос был тихим, но твердым, как клятва. Самуэль повернулся к Мине и увидел в ее глазах непоколебимую решимость. Он глубоко вдохнул, затем кивнул, словно приняв окончательное решение в ситуации, где промедление было недопустимо. «Хорошо, мы спасем их», — сказал он. Его голос был низким, но твердым. Он открыл багажник и достал сигнальные ракеты, сирены и необходимое защитное снаряжение. Мина взяла длинную деревянную трость для кемпинга. Ее руки дрожали, но в них по-прежнему жил решительный настрой. Пространство бескрайних травяных равнин перед ними теперь превратилось в поле битвы между состраданием и инстинктом выживания дикой природы. Двое маленьких людей готовились столкнуться со стаей свирепых и безрассудных хищников. Самуэль и Мина приближались медленно, но верно, не оставляя гиенам ни единого шанса на внезапную атаку. Жаркий ветер пронесся по равнине, делая воздух напряженнее и тяжелее, чем когда-либо. Самуэль поднял руку и выпустил сигнальную ракету в небо. Громкий взрыв, казалось, разорвал тишину на куски. Яркий красный свет ошарашил гиен. Некоторые отступили, но по-прежнему оскаливали клыки, настороже. Мина громко крикнула и несколько раз ударила своей тростью по земле. Раздающийся звук создал волну психологического давления. Вожак стаи зарычал. Его глаза вспыхнули, будто он взвешивал, атаковать или отступить. Самуэль сделал еще шаг и дал вторую ракету, на этот раз выпустив ее низко над землей для усиления отпугивающего эффекта. Взрыв отозвался эхом среди гиен, вызвав у них панику и сильную дрожь. Те, что стояли дальше, начали поворачиваться и бежать в более густую траву, пытаясь найти путь к спасению. Вожак колебался еще несколько секунд, но, потеряв преимущество угрозы, был вынужден отступить. Мина держала бдительную позицию, настороже,
ожидая, что гиены могут вернуться внезапно. Два львенка по-прежнему дрожали, прижавшись друг к другу, но в их глазах появился проблеск надежды. Самуэль стоял неподвижно несколько секунд, чтобы убедиться, что реальная опасность миновала. Мина приблизилась, ее шаги были легкими, будто она боялась напугать малышей еще сильнее. Больше не было рычаний и пронзительного смеха, лишь ровное, спокойное дыхание двух маленьких существ. Напряженная операция по спасению завершилась, но дорога к воссоединению все еще оставалась впереди. Мина аккуратно взяла одного львенка на руки, почувствовав, как его слабое тело дрожит при каждом хрупком вдохе. Самуэль поднял другого, и вместе они отнесли малышей в спасательную клетку, установленную в кузове пикапа. Они положили каждого с величайшей заботой, будто охраняли хрупкое сокровище посреди беспощадной природы. Мина достала из рюкзака чистую воду, налила ее в крышку от бутылки и поднесла к губам жаждущему львенку. Тот облизал каждую крошечную каплю, как будто это было последнее спасительное питье. Самуэль тщательно осмотрел их тела. К счастью, глубоких ран или серьезных следов укусов не обнаружилось. Они были истощены и обезвожены после продолжительной погони и страха преследования гиен. Мина положила руку на клетку. Ее глаза смягчились, когда она увидела, как два львенка постепенно успокаиваются. Самуэль посмотрел на Мину и понял, что нет никаких обстоятельств, при которых она могла бы отвернуться от этой картины. «Если бы мы приехали чуть позже, все было бы кончено», — тихо сказал он, его голос был полон размышлений. Мина не ответила, но в ее глазах светилось убеждение, что любовь все еще имеет силу даже в дикой природе. Через несколько минут отдыха два львенка начали двигаться активнее и подняли головы, чтобы посмотреть наружу. Их глаза несли в себе интенсивное ожидание, словно они звали обратно к знакомому потерянному месту. Они решили отправиться на поиски львов и воссоединить эту дикую семью. Самуэль завел машину и медленно поехал через обширную саванну в сторону участка, где чаще всего встречались следы львов. Звук качающихся колес по траве создавал ритмичный шорох, словно помогая успокоить нервное состояние обоих людей. Мина часто оглядывалась на клетку с двумя львятами, опасаясь, что они снова окажутся изнеможенными. Два малыша все еще лежали близко друг к другу, но их глаза раскрывались шире, будто они нащупывали знакомые силуэты. Несколько километров прошли медленно под палящим солнцем и сухими пыльными ветрами. Самуэль остановил машину, когда увидел прайд львов, отдыхающий под древним акацией. Атмосфера вокруг прайда была спокойной, полным контрастом хаотичной сцене, которая только что произошла. Сердце Мины застучало быстрее. Момент воссоединения мог быть совсем рядом. Они осторожно поставили клетку на землю, сохраняя безопасную дистанцию, чтобы не тревожить больших львов. Медленно открыв дверцу клетки, они тут же вернулись в машину, чтобы наблюдать издалека. Шанс воссоединения приближался словно вдох. Два львенка выскочили из клетки немедленно, издавая слабые, но полные надежды крики в сторону прайда. Львица, принадлежавшая прайду, подскочила при знакомом звуке. Ее глаза вспыхнули от глубокого узнавания. Она быстро приблизилась к львятам, обнюхала их и стала нежно вылизывать их своей головой и языком, словно проверяя и уверяя в их безопасности. Два львенка прижались головами к груди матери. Их тела дрожали от эмоций и облегчения после долгого страха. Остальные львы поднялись и окружили мать с детенышами, образовав природное кольцо любви и защиты. Мина тихо отложила камеру. Иногда бывают моменты, которые предназначены не для того, чтобы их записывать, а для того, чтобы их почувствовать. Самуэль посмотрел на происходящее и тихо произнес: «Мы сделали сегодня самое правильное и достойное дело». Пикап уехал прочь, оставив позади дикую семейную сцену, воссоединившуюся под мирным ласковым светом солнца.